наши дары — это как таланты. Вот что такое талант человека? Это Божий дар у вас называется, да? И талант может быть реализован, может быть не реализован. Но тем не менее вы все обладаете своими уникальными талантами. Это Божий дар. Далеко не всем вам получается их реализовать ввиду самых различных обстоятельств, как внутреннего, так и внешнего характера. Но у вас у всех эта уникальность, этот свой талант на личностном уровне есть. То есть потенциал, ну, таланты, они потенциально заложены в любого. Правильно я понимаю? Любая Да, душа это обладает то, что... тем неприкосновенным запасом потенциала, который выражается в самых разнообразных талантах. И что бы ни случилось, оно так или реализуется, или же остается потенциалом. Да, верное обобщение, да, примерно так. Это также можно назвать уникальностью, которая либо проявляется, либо не проявляется. Уникальность. Опять же, в условиях существования в третьей мерности уникальность тоже проявлять совсем непростое дело. И вся формация существования заточена в темном цикле на том, чтобы усреднить вас, чтобы вы не особо Высовывались. Чтобы не э, высовывались. да, это связано с управлением, с возможностью управлять. Потому что когда ты имеешь возможность проявлять свою уникальность и талант, то ты становишься некой единицей, имеющей относительную самостоятельность. Когда же ты этого не можешь реализовать, то ты становишься частью вот такой большой системы порабощения и управления. Понятно. Да, понятно. Но вам это всем знакомо, в принципе. Конечно. Но это большая игра, большие экспериментальные условия, где вы находитесь как раз в процессах, когда вам предоставляется возможность это сделать, но не легко и просто, а через некие сложности, препятствия. То есть для того, чтобы это сделать, нужно преодолеть достаточно сильные препятствия как внутреннего характера, так и внешних обстоятельств. Это как Мгм. про силу духа. Мгм. Но у нас-то как раз наоборот, хорош тот, кто, да, вот именно не высовывается и делает, как сказано, как положено, как принято. И в этом случае система гарантирует вам некий, Профиты. да, некую гарантированность существования именно в материальном мире, как стабильность, работу и так далее. Блага, можно продолжать тут. Деньги, удобства, квартиры, машины, все прочее. Карьера там. Да, конечно. Но это вот общие такие большие признаки системы. Но тем не менее, но вы все так или иначе имеете ту самую уникальность, таланты, которые действительно заложены в каждом из вас. Не стоит думать, что талант — это нечто всегда со знаком плюс. Это также со знаком минус. Это тоже есть, и это тоже не редкость. Например, талант вскрывать двери, не имея ключей оригинальных, но имея Талант, универсальные отмычки. например, разрушать талант, талант обманывать, и так далее. Это тоже своего рода талант. И это тоже своего рода уникальность. То есть это имеет и вот такую сторону, как две стороны медали. Мгм. Ваши уникальности имеют также и подобные проекции в том, как это реализуется. Та уникальность, которая является необходимым и естественным свойством каждого из вас персонально, не является проявленной в той мере и в том звучании, в коем она заложена изначально. То есть для того, чтобы вам персонально ее проявить, вам нужно ее самоидентифицировать
и ее взрастить. То есть это то, что требует от вас умения, старания и внимательности к тому, кто вы есть, вот на глубинном уровне. То есть для того, чтобы проявлять свои таланты и уникальность вот в тех временах, в которых вы находитесь, напомню, это темный цикл, это требует, несомненно, определенных усилий. Это как подниматься вверх, это усилие. Это не то, что к вам кто-то придет и скажет: у тебя вот это, у тебя то, и себе ничего особо не нужно делать для того, чтобы это проявить. Просто вот это есть, ну и как бы и поздравляют тебя с этим. Те таланты, которые есть в каждом из вас индивидуально, требуют того, чтобы вы их нашли и проявили. Это требует от вас труда в данном временном цикле. Вам это нужно обнаружить и взрастить. Это очень сложно и крайне редко кому это удается. Опять же, ввиду вот всех тех обстоятельств, в которых вы находитесь. Но тем не менее вы где-то на каком-то уровне знаете, что это есть, что это заложено у вас. А вот удается или не удается проявить, это уже история о том, как вы вообще к этому относитесь и как что-либо предпринимаете в направлении того, чтобы это было или не было проявлено. Но, естественно, проявить некое усилие для того, чтобы что-либо проявить, требует усилия. А в текущих условиях, когда вы все предпочитаете, ну, как бы плыть по течению и не прикладывать особых усилий к чему-либо в принципе, ну, кроме как удовлетворять свои потребности в материальном мире, вот обеспечивая стабильность и преемственность существования, то проявить вот самую уникальность божественного дара — это непростая задача. Это довольно-таки сложно. Да, Ленушка? Ага, а вот какой-то есть у меня дар? Вот как раз вот то, что мной сейчас было сказано, это вот, Это должна собственно говоря, сделать я сама, да? этот вопрос уже прозвучал несколько минут назад от тебя же. И просто заранее тебе был дан такой ответ. Понятненько. Спасибо тебе. Ну, я уже знала, что ты так и скажешь. Видишь, как мы с тобой хорошо уже настроены. Да, а вот на каждое воплощение, в программу заложено несколько, да, талантов. И они каждый раз, тасуются, я имею в виду, от воплощения к воплощению. Это немножко напоминает ту мозаику, которая находится в такой трубе, которая направлена на свет. И вот при вращении там все время рисунки меняются. Это называется Красиво. калейдоскоп. Вот, так вот те таланты, которые у вас есть, они вот носят примерно такой характер в зависимости от положения, от интеграционных задач, условий. Они также приобретают свою уникальную форму. То есть это не что-то одно, заданное на все времена и то, что никогда не меняется. Но Мгм. вот эти драгоценности, они в вас есть. И, повторюсь, они имеют вот характер такой подвижности в зависимости от тех условий и Мгм. интенционных задач уже души. Ну, в общем, они имеют такой характер подвижности комбинаций. Да-да. Мгм. Еще одно небольшое открытие для вас, наверное. Да? Ну да. Вот если б не Вавилон, то тему талантов мы бы вряд ли бы подняли, да? Мгм. Ну да. Хорошо. Спасибо тебе еще раз. Будем открывать свои таланты. Мгм. Работать будем, трудиться в поисках талантов своих же. И талантов тех, с кем вы взаимодействуете, это тоже важная часть ваших более высших задач. Талантов тех, с кем мы взаимодействуем, их тоже надо Да. находить, У эти них же таланты. тоже есть таланты. Но мы же не должны их Понятно. находить. Вы на самом деле вообще ничего не должны. Но и если вы хотите
формировать некую гармоничную, богатую, проявленную среду вот тех невероятно красивых кристаллов, светящихся, то было бы неплохо создавать некие условия для того, чтобы это было. Но это условия, которые не могут быть исключительно индивидуального направления. То есть вот я такая звезда, а все остальные так ни о чем. Ну, плохие. Так, если совсем упрощать, несомненно, вы даете дань тем, кто смог проявить таланты, ну, это вот единицы. Но вот эти таланты вы, например, не видите в ближних вам кругах. Как правило, как правило. Если не говорить, скажем, о ваших детях, которых вы эти таланты стараетесь найти и проявить. Вы тоже это делаете очень Навязчиво. неуклюже, навязчиво, подавляя часто и загоняя совсем не те направления развития своих детей, которые не соответствуют их природным склонностям. Но это вот про то, что проявить внутреннюю свою красоту именно как уникальность и талант, это также значит и увидеть это в другом. Это тоже очень важная часть вашего становления звездного сознания. Понятен алгоритм. Мгм. Ну, в общем, в плане талантов неплохо нам замечать и таланты других. Вот об этом, да? Да, Леночка, ты умеешь мастерски подводить черту под моими и нашими ремарками. Ремарки под ремарками. Мгм. Я перевожу на простой детский язык. Ну да, да, Леночка. Да, и еще небольшое уточнение. Речь идет всегда не об одном таланте. Вы являетесь такой кладовой многих талантов, которые в определенных обстоятельствах реализуются или не реализуются, вот как тот самый калейдоскоп. То есть не пытайтесь выявить какой-то один в себе талант и сказать, что вот оно, это вот прям оно, и это одно. Мгм. Ну и в других, соответственно. Ну да. Ну, можно просто говорить, да это талант. У тебя талант в этом. На любое, что он сделал. Или она, по идее. Или у меня. Ну, Вот я ну как изготовила, например, сегодня перцы фаршированные вкусные, например. И сказала, да у меня вообще талант делать перцы. Правда? да, Леночка, да, Или это там тоже. кексики печь. Или обувь мыть, например, у меня классно получается. Тоже Или талант. за цветами ухаживать, Да. и так далее, и так далее. Ну вот, А еще, а еще убираться, полы мыть. Это талант. Я, но я лучше талант, всех в квартире это опять же, делаю. не стоит его вот так в бытовую плоскость заправлять, потому что это все-таки нечто связанное с духом, проявлением духа. А, Но в каком-то смысле это, конечно, выражается и в всех вещах, которые ты перечислила. Но для души, наверное, больше ценно что-то связанное, в частности, с эволюционным путем ее развития. То есть, что такое эволюционный путь развития? Это движение вверх, это как улучшение, как раскрытие, постоянное раскрытие себя, своих заложенных на божественном уровне. ну так совсем сложно. Если честно, не только у себя увидеть, ну как бы, а у других так тем более. Потому что это ж третья мерность. И здесь таланты вот имеют физическое проявление в нашем понимании таланта. А теперь тогда надо обращаться к теме, а как могут выглядеть таланты? Как? Просто вот я перечислила, ну вот хорошо рисует. Это все равно имеет проявление в третьей мерности. И
имеет именно привязку вот ко всему физическому. Да, Все. здесь есть небольшое уточнение ввиду вот озвученных тобой обстоятельств. Чем вас цепляет талант? Вот так, том, с чем вы сталкиваетесь. Это то, что вас либо вдохновляет, либо как-то вы восторгаетесь. А то, что ты перечислила как таланты, которые проявляются вот на бытовом уровне, они, несомненно, важны и вызывают и теплоту, и уважение, но вдохновляют ли они кого-либо и тебя же? Это вопрос. Может, и вдохновляют, может, и радуют, но то ли это, что ты действительно хотела бы, например, реализовывать. И есть то, что ты реализуешь по условиям обстоятельств, например, с радостью. Да, это, несомненно, важно. И то, что ты хорошо делаешь по дому, кухне, это тоже все очень важно, несомненно. Но действительно ли это то, чем ты хотела бы заниматься, ну, вот только этим? То есть это какие-то фрагменты, грани больших талантов. Но есть что-то, вот, например, что ты в себе замечала как что-то сродни более высоким ступеням проявления своей уникальности. Например, общение с людьми, например, забота о ближних. Да, это тоже выражается и в умении готовить, и убираться. Это тоже с этим связано, но все равно ты где-то на каком-то уровне понимаешь, что это лишь маленькая толика того, что ты из себя представляешь, вот именно как уникальное явление. Ну, например, ты хотела бы создавать, ну, что-то красивое, Мгм. проявлять себя как вот некое очень красивое существо. То есть то, что вдохновляет и тебя, и окружающих становиться лучше. Это как все время расти вверх. Это ни в коем случае не умаляет всего того, что вы делаете на бытовом уровне. Это, несомненно, все тоже очень важно и ценно. Это то, что вдохновляет меня. А то, что вдохновляет ли это окружающих, это меня вообще не должно волновать. Это тебя не должно волновать, но тебя это волнует. Но это же не должно Ты волновать, чтобы талант был наиболее чистым. Если я буду думать о том: "Ой, как бы мне порадовать там, ну, вдохновлять бы окружающих", я буду думать об этом. Это не будет талантом, это будет заказом. Да, несомненно, важный изначальный посыл – это то, что ты озвучил, как то, что радует тебя. Но когда это еще и радует и окружающих, и идет ответная реакция, приободрение себя, это, несомненно, усиливает твое целенаправленное движение в реализации того, что ты выбираешь, как реализовывать именно внутреннюю свою составляющую. Ну, здесь Вот. такая палочка о двух концах, конечно. Вот это вот, приободрение и всё такое — это очень 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 тонко надо разбирать каждый случай. Да, это Я вообще бы вот это мнение окружающих бы исключила из определения талантов, да, относится что-то к талантам или нет. То есть окружающие — это не та история, которая должна упоминаться в контексте талантов персональных. по большому счету да. Но тем не менее вы все равно реагируете на то, что выражают другие относительно того, что вы делаете. И правильно А, ли это? И правильно ли это это? это, Алёнушка, и правильно, и неправильно. Это некий индикатор. Да-да, потому что как раз вот, на льстивые речи, можно попасться на крючок и уже уйти вот как раз вот, в угождение окружающим. Льстивые речи, Алёнушка, произрастают из неких меркантильных интересов. А если же ты слышишь реакцию здравую и конструктивную, и как некую похвалу, это, несомненно, тебя приободрит. Ну, да, здесь, несомненно, очень много нюансов,
которое требует рассмотрения в каждом индивидуальном случае. Но я к чему? К тому, что вы находитесь в той социальной среде, которая так или иначе реагирует на проявление ваших талантов. В вашем обществе, конечно, все перевернуто. И таланты в том числе имеют в очень большом количестве некую надуманность. Это как некое уродство, и бездарность представляется как некий талант. Так вот в том-то И и дело. Вот я привожу всегда такой пример. Вот одному достаточно вот ногу в коленке согнуть, и уже говорят: "Да он вообще танцор, да он", ну, в общем, слов не находят, как его там умаслить. С другой стороны, ты из кожи вылезаешь, там пуанты у тебя в дырках уже, пальцы в крови, но говорят: "Ты недостаточно вообще-то хорошо как бы этим делом занимаешься". Ну, так себе, так себе. Учись, тренируйся. Так что вот как раз о мнении окружающих. Посылать их надо, всех этих окружающих, гнать за шею со своими резюме, со своими оценками. Красиво, некрасиво. Даже если они тебе скажут один раз: "Ой, как здорово", да, не верить этому ни в коем случае. Только на себя, на свое ощущение опираться. Никаких вот этих вот мнений окружающих. Не тот цикл, не да, то да, время, когда да, этому надо несомненно, верить. ты права, и ну что, браво, браво, то, что ты озвучила. Это так. Это часто идти наперекор, вопреки. Именно в ваших условиях пребывания. Но когда вы пестуете своих детей, пытаетесь их поддерживать, то это про поддержку. Дети же очень внимательно смотрят, реагируют на реакцию родителей, сверстников. И в данном случае такая поддержка, она важна, но она, опять же, носит разный характер, часто слепой. Что бы ни сделала и что бы ни сделал, это гениально и талантливо. Да? Это отношение родителя. Но вот так, чтобы это еще было и объективно, чтобы это было помощью вот, В в развитии. плане развития, это важно. На определенных этапах развития, в возрастных позициях это все так или иначе важно. Но когда ты идешь, реализуя свой внутренний мир, свое внутреннее самоощущение вопреки всем, то да, это, конечно, очень ценно. Ну, тут разные бывают истории, как это реализуется, и кем, и в каких обстоятельствах, и опять же, возраст. Но твой пример, несомненно, очень хорош, ярк, и в этом смысле я тебе, Ленушка, говорю, ну, респект. Да, такая, знаешь, прожитая история, поэтому так вот эмоционально. Прям шкуркой, шкуркой прожито. Мгм. Да, и в этом, несомненно, ценность того опыта, который ты получила и получаешь и в таких обстоятельствах, и в таких темах также. Ну, хорошо. Спасибо тебе еще разочек. И еще много разочков. И еще много-много-много-много. И до бесконечности. Ну, ты же знаешь. Ну, наверное, сделаю вид, что Что-что? сделаю вид, что и знаю, и не знаю одновременно. Конечно, на каком-то уровне я немножко знаю, и на каком-то уровне я и не знаю. Но учитывая то, что ты сейчас обращаешься к тому, который повыше, ну, знаю, на этом, да, да. Хорошо.